Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о 4 известнейших художниках, чьи полотна стоят сотни миллионов долларов, но кто сегодня мог бы попасть либо под культуру отмены, либо в тюрьму. Начнем. Начнем с Караваджо. Он же Микеланджело Меризи, не путать с Микеланджело Буонаротти, который расписывал Сикстинскую капеллу и который создал скульптуру Давида. Художник вырос в городке Караваджо возле Бергамо, отсюда такое прозвище. Уже при жизни он был известным и востребованным. Например, одним из его покровителей был Франческо Мария Дель Монте, кардинал на минуточку. Дель Монте известен как коллекционер произведений искусства, меценат, а также друг Галилея. От таких богатых и влиятельных людей Караваджо получал много заказов, но спокойно ему не жилось. Караваджо — это человек, который постоянно ищет приключений. У него вспыльчивый характер, и он очень любит выпить. Все это приводит к частым дракам. По слухам, однажды он чуть ли не убивает человека из-за того, что ему неправильно подали артишоки. Но самый известный и самый трагический инцидент произошел, когда художник решает поучаствовать в дуэли с Ранунчо Томасони. Этот парень был сутенером. Среди его клиентов были очень влиятельные и богатые люди, включая духовенство. Между Караваджо и Томасони уже давно зреет какой-то конфликт. Какой именно, до сих пор существует миллион разных версий. Но, скорее всего, дуэль была преднамеренной. Парни хотели закрыть все нерешенные вопросы. Оба встретились на игре в теннис, которая была всего лишь предлогом. Нужно было создать видимость, что у них банальная ссора из-за игры. И это могло смягчить серьезные последствия, предусмотренные за дуэли, если бы вдруг вмешалась папская полиция. Одна из самых популярных версий, что поссорились ребята из-за женщины Филиды Меландрони, куртизанки, позировавшей для Караваджо. Сначала Филида была дешевой трактирной проституткой, а потом познакомилась с Томасони, и вот он социальный лифт. Теперь ее клиенты — самые богатые и влиятельные мужчины Рима, а она — одна из самых известных куртизанок своего времени. Есть предположение, что Томасони был не очень рад тому, что Филиды тратят время на позирование Караваджо, что, естественно, не оплачивалось, вместо того, чтобы зарабатывать нормальные деньги на богатых клиентах, которых он не находил. Как бы то ни было, дуэль становится смертельной. Караваджо наносит удар в бедро, перерезая артерию. Есть предположение, что художник не хотел убивать, а только хотел нанести унизительное ранение в пах. Но все-таки Караваджо совершает убийство и вынужден бежать из Рима, чтобы избежать ареста и возможной казни. С этого момента его жизнь превращается в бесконечные скитания по разным городам. Караваджо оказывается в Неаполе, затем на Мальте и на Сицилии. Везде, куда он попадает, он продолжает создавать свои шедевры. Его картины поражают своей реалистичностью и драматизмом. Посмотрите на его работы «Мученичество святого Матфея» и «Смерть Девы Марии». Насколько реалистично передана жестокость. Куда это в картинах Караваджо? Часто его моделями становятся ребята из низших слоев общества. Грубый реализм и эмоциональная глубина — это все оттуда. Кстати, часто религиозных персонажей на своих картинах Караваджо писал с проституток, отчего, как можно догадаться, у церкви дергались глаза. Но, кстати, тем не менее, церковь часто была заказчиком его работ. Одна из визитных карточек Караваджо «Призвание святого Матфея» можно увидеть именно в одной из церквей Рима. Один биограф Караваджо, Сусино, рассказывает о том, как Караваджо нанял рабочих, чтобы они держали разлагающийся труп для картины. Эта книга была написана более чем через 100 лет после смерти Караваджо. Сусино не предоставляет конкретных деталей о том, для какой работы это было сделано или когда это произошло. Так что, скорее всего, это байки. Но нет дыма без огня. Смерть на картинах Караваджо действительно выглядит так реалистично, что становится не по себе. Особенно, если вживую смотреть на картины. Написать или нарисовать что-то из головы очень сложно, попробуйте. Практически всегда вам нужен референс, и ничего тут такого нет. Практически все известные мастера писали с натуры. Караваджо так часто изображает смерть, и неудивительно, потому что он действительно часто видит ее в своей жизни. Художник умирает в возрасте всего 39 лет, его наследие считается бесценным, а самого художника называют великим Караваджо. Судя по всему, это как раз тот случай, когда главное — талант, а остальное не так страшно. Переходим к следующему художнику — Поль Гоген. Гоген начал свою художественную карьеру в Париже, где он жил с семьей после возвращения из Южной Америки в 1855 году. Он был женат на датчанке Меде Софи, и у них родилось 5 детей. В течение 1870-х годов он работал биржевым маклером и одновременно занимался живописью.
общаясь с такими художниками, как Камиль Писаро, Эдгар Дега и Поль Сезанн. Он принимает участие в нескольких выставках импрессионистов и быстро становится заметной фигурой в художественном мире. Но интересный факт. Гоген теряет работу биржевого маклера во время краха на Парижской бирже. И только после этого, к 40 годам, он полностью посвящает себя живописи. Так страстно, что семья отходит на второй план. Но об этом чуть позже. А пока еще один незабавный случай. В этот период, в 1888 году, Винсент Ван Гог переезжает на юг Франции в поисках теплой погоды и лучшего света для своих картин. Он мечтает о студии, где художники могли бы жить вместе и создавать искусство. И приглашает сюда своего друга Поля Гогена. Ван Гог восхищается Гогеном, но их отношения тоже еще драма. Сначала совместная работа и сотрудничество были очень продуктивными для обоих художников, которые учились друг у друга, создавали кучу новых работ. Некоторые из самых интересных работ Ван Гога — это картины стульев, которые понимаются как портреты его и Гогена. Пока стул Ван Гога яркий и обнадеживающий, стул Гогена темный и более угрожающий. Интересно, к чему бы это? Гоген и Ван Гог придерживались совершенно разных взглядов на искусство. Настоящее столкновение характеров. Они спорили и ссорились. Через 2 месяца ситуация ухудшается до такой степени, что Ван Гог угрожает Гогену бритвой, а позже отрезает себе ухо. Существует множество теорий. Некоторые предполагают, что Гоген отрубил ухо своему другу после того, как тот напал на него. В любом случае, Гоген собирает вещи и быстро уезжает. В следующем году, после этой ссоры, Гоген заводит любовницу Жюльет, от которой у него родилась дочь. Это молодая парижская швея, которую он бросит беременной, уехав на Таити. Через пару лет, в 1891 году, Гоген принимает решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он отправляется на Таити, чтобы сбежать от европейской цивилизации и найти новое вдохновение в жизни на острове. Таити становится для него символом утраченного рая, местом, где он надеется обрести свободу, создать новое искусство, не связанное традициями и правилами Старого Света. Он оставляет и жену, и любовницу, и детей. Однако, как это часто бывает, реальность не соответствует ожиданиям. Гоген разочарован тем, что местные жители уже давно живут под влиянием европейской колонизации. Тем не менее, красота природы и культура местных жителей вдохновляют его на создание ряда шедевров. И помимо всего этого, Гоген очаровывается еще и несовершеннолетними таитянками. Он начинает отношения с 13-летней девочкой Тихааманой или Тихурой, которая становится его музой и моделью. Это вызывает много споров и критики, особенно в свете современных взглядов на эти отношения. Тихаамана становится туземной женой Гогена, хотя до конца неизвестно, была ли она полностью согласна с этим. В те времена французские колонизаторы, включая Гогена, часто брали себе туземных жен, но такие союзы обычно не имели юридической силы. Их так называемый брак длится пару лет, пока Гоген не возвращается во Францию. В это время Тихаамана, по всей видимости, рожает от него ребенка. Но информации об этом крайне мало. Возможно, ребенок был передан другой семье. Когда Гоген возвращается на Таити спустя несколько лет, Тихаамана отказывается возобновить с ним совместную жизнь. Интересно, почему? Вернувшись во Францию, Гоген арендовал студию в Париже на деньги, которые его законная жена, Метте Софи, накопила, пока он был на Таити. В это время Гоген неожиданно наследует большую сумму от дяди Исидора из Орлеана. Художник отказался делиться этими деньгами с женой, что стало последней каплей в их отношениях, хотя они планировали воссоединение. Метте была в ярости из-за того, что Гоген по-прежнему отказывается содержать своих детей. Гогену, по всей видимости, все равно. Организовывая салоны в Париже, он изображает экзотическую личность, одевается в полинезийские костюмы и заводит публичный роман с молодой девушкой Анной из Явы, которая тоже еще не достигла подросткового возраста. Потом Гоген опять возвращается на Таити, чтобы поправить здоровье и посвятить себя творчеству. С ним уже живет местная девушка по имени Пахура, которая тоже около 14 лет. Последним его пристанищем будут Маркизские острова. Там Гоген находит свою третью молодую полинезийскую жену и становится отцом 4-го полинезийского ребенка. Несмотря на многочисленные отношения, последние дни жизни художника прошли в одиночестве. Он отдалился от семьи и друзей. После долгих лет проблем с сердцем, изнурительных последствий сифилиса, алкоголизма, малярии, депрессии, Поль Гоген умирает в 1903 году от передозировки морфия. Сегодня в международном арт-мире Гоген — настоящий кассовый хит.
Последние несколько лет прошло множество выставок его работ, включая важные шоу в Париже, Чикаго и Сан-Франциско. Однако сегодня внимание общественности повышено к вопросам гендера, расы, колониализма. И музеям приходится переоценивать наследие Гогена. Некоторые прямо называют его педофилом. Например, в Оттаве выставочный стенд с названием «Отношения с молодой таитянкой» были изменены на отношения с 13-летней или 14-летней таитянкой. По мнению других музейных специалистов, пересматривать жизнь художников прошлого с точки зрения 21 века рискованно, потому что это может привести к бойкоту великого искусства. Но посмотрите на график, как выросли цены на искусство Гогена с 1890-х годов по сегодняшний день. О да, это настоящий бойкот. Человеку можно испытывать полное отвращение и ненависть, но работа есть работа. Искусство не принадлежит художнику, оно принадлежит всему миру. Речь не о том, чтобы убрать работы, а о том, чтобы раскрыть всю личность человека. А что вы думаете? Но пока вы думаете, переходим к нашему следующему плохому парню. Переходим к художнику номер 3 — Эгон Шилле. Эгон Шилле является одним из самых провокационных и скандальных художников начала XX века. С самого раннего возраста он проявляет признаки художественного гения. После трудного школьного периода Шилле поступает в Венскую академию изящных искусств, но консервативным профессорам его искусство не нравится, слишком преувеличенный стиль. Его отчисляют через 3 года. Именно в это время Шилле знакомится с Густавом Климтом, который становится его наставником и, наоборот, поощряет исследовать и развивать свой уникальный стиль. В 20 лет Шилле начинает создавать свои обнаженные натуры, образы, которые принесут ему известность и дурную славу. Эти картины и рисунки изображают искаженные, часто истощенные женские тела и излучают грубую сексуальную энергию. 1912 год. В тихом сельском городке вместе со своей натурщицей и любовницей Вали Нойсель художник оказывается в центре скандала. Шилле приговаривают к тюремному заключению за совращение и похищение 13-летней девочки, которая сбежала от родителей. Полиция проводит обыск в его студии и конфискует более 100 его эротических рисунков. А один из них даже сжигают в зале суда. Хотя обвинения в развращении несовершеннолетних были сняты, Шилле приговаривают почти к месяцу тюремного заключения. Отношения Шилле с женщинами часто становятся предметом скандалов. В дополнение к его роману с его любовницей Вали, он имел связи с множеством моделей, а также проститутками, некоторые из которых были несовершеннолетними. Однажды он записал, сколько их прошло через его студию за 8 месяцев, и насчитал 180. Хотя подобные отношения были довольно распространены в то время, такое поведение все равно уже считалось провокационным и шокировало венское общество. Незадолго до своего 25-летия Шилле бросает ту самую Вали Нойзель и женится на Эдит Хармс. Но этот брак репутацию его не сильно спасает. Шилле продолжает рисовать женщин в различных состояниях раздетости, включая своих любовниц и даже членов семьи, таких как сестра, например. Во время аннексии Австрии и Германии в 1938 году нацисты конфискуют несколько работ Шилле, которые они считают дегенеративным искусством. Его картины изымаются из музеев, и некоторые из них даже зажигаются. В 1918 году от испанки умирает беременная жена Шилле. Через 3 дня умирает и Шилле в возрасте всего 28 лет. Его работы начинают приобретать значительную ценность только примерно через 60 лет после смерти. И самую последнюю роль в этом сыграло то, что картина осталась мало, относительно мало. Большую часть уничтожили нацисты. Согласно аукционному дому Сотбис, средняя годовая доходность от перепродажи работ Шилле на аукционах — 8%. Больше 90% из 102 таких картин подорожали. Так что, ребята, если хотите выгодно инвестировать, вы знаете, куда вкладывать средства. В 2018 году была 100-летняя годовщина со дня смерти Эгона Шилле. И на это же время приходится пик движения #MeToo. Внимание к вопросам сексуального насилия и домогательств росло с каждым днем, поэтому Бостонский музей изящных искусств на выставке Климта и Шилле решает добавить к картинам информационные таблички о предполагаемом плохом обращении Шилле с женщинами. А New York Times позже также включает Шилле в свой список художников-абьюзеров. И наш последний плохой парень — Пабло Пикассо. Пабло Пикассо — один из самых влиятельных художников XX века. Уверенно входит также в топ-10 самых дорогих художников за всю историю. Его отношения с женщинами — это отдельная глава, полная страсти, манипуляций и даже насилия.
Пикассо часто говорит, что женщина для него либо богини, либо дверные коврики. Эта фраза уже многое говорит о человеке. Давайте поподробнее. В 1905 году он начинает отношения с Фернандой Оливье, которая становится его музой и моделью. Их связь длится 7 лет, Пикассо ее сильно ревнует. Он даже запирает Фернанду в их квартире, чтобы она не могла выйти без него. Их бурные отношения вдохновляют его на создание многих работ, включая знаменитую голову Фернанды, одну из первых кубистских скульптур. В 1917 году Пикассо встречает свою первую жену, балерину Ольгу Хохлову. Она оставляет карьеру в дягилевских сезонах ради этих отношений. Но их брак — это постоянные конфликты, и вскоре Пикассо начинает изменять ей 17-летней Марии Терезой Вольтер. Однако, как и в предыдущих отношениях, его измены продолжаются, и он начинает встречаться с Дорой Маар, с которой у него также сложные отношения. Они длятся более 10 лет, и Маар страдает от депрессии. И расстаются через 3 года после того, как Пикассо начинает роман с Франсуазой Жилу, когда ему 61 год, а ей 21. У них рождаются 2 детей. Переносимся в 1961 год, когда Пикассо, уже 79-летний, женится на Жаклин Рог. Это вторая и последняя его супруга. Интересный факт. Пикассо, несмотря на свои 70 лет, продолжает активно ухаживать за женщиной. Даже создает маленькие скульптуры с большими фаллическими символами в качестве подарков для своих возлюбленных. Вообще Пикассо не стесняется использовать женщин. Создает множество произведений, в которых изображает своих любовниц. Например, «Женщина с часами» продана приблизительно за $139 миллионов. Это полотно — вторая самая дорогая работа Пикассо, которая когда-либо была продана на торгах. На картине изображена его любовница Мари Терез Вольтер, с которой Пикассо начал отношения, когда еще жил со своей первой женой Ольгой Хохловой. Самое интересное, что многие его женщины добровольно соглашались на такое отношение. Скажем пару слов о судьбах женщин Пикассо. В начале 1950-х Ольге, первой супруге Пикассо, ставят диагноз рак. Лечение в Каннах не дает результатов. Через 5 лет мадам Пикассо умирает в возрасте 63 лет. Пикассо на ее похороны не приходит, говорит, что занят. Вольтер, глубоко пережившая смерть Пикассо, совершает самоубийство через 4 года после его кончины. Жаклин Рог, вторая жена, трагически покончит в день крупной выставки Пикассо в Мадриде, используя пистолет, который ей подарил сам художник. Франсуаза Жилу — единственная женщина, которая сама бросила Пикассо. Позже она напишет книгу «Жизнь Пикассо», откровенную историю, включающую рассказы о сексуальных связях художника. Тогда такие книги были почти неслыханными. В общем, шок и скандал, много шума. Пикассо, мстя бывшей, отказался когда-либо снова видеть своих детей от нее, Клода и Палому. По-мужски ничего не скажешь. За свою жизнь Пикассо создает около 147 тысяч работ. Это настоящий рекорд. Его работа «Герника» находится в музее Рейна София в Мадриде и оценивается как бесценная, застрахована на сотни миллионов долларов. А «Авиньонские девицы» — это революция в искусстве. Пикассо оставляет феноменальное наследие, но за ним скрываются истории женщин, которые страдали от его эгоизма и манипуляций. Внучка художника Марина — это дочка его умершего сына Поля, рожденного в браке с Ольгой Хохловой. В своих мемуарах рассказывает: «Долгое время я считала деда виновным в преждевременной кончине моего отца и в исковерканной жизни моей матери. Когда мне говорят о гениальности Пикассо, мне хочется ответить: да, он был гений, но гений зла». Ну что ж, друзья, как видим, создание великого искусства не делает вас идеальным человеком. Но оправдывает ли человека то, что он создает великое искусство, как по-вашему? Некоторые считают, что искусство должно говорить само за себя, что надо разделить искусство и художника. Другие считают, что художники должны нести ответственность за свое поведение, независимо от того, насколько важна их работа. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как мне кажется, это сложные этические вопросы, и мне будет очень интересно услышать разные мнения. Не забывайте подписаться на этот канал. Если вам понравилось, скажите мне спасибо лайком, поделитесь этим видео с друзьями. Жду вас в следующем выпуске. Будет интересно.